Который раз, смотря советский фильм «Москва слезам не верит», поймал себя на мысли, что главный герой фильма Гоша, он же Гога, он же Георгий Иванович, обманщик. Почему? Давайте разберемся. С момента знакомства с главной героиней Екатериной Гоша демонстрирует свою большую наблюдательность и делает логические выводы на основе увиденного, почти как Шерлок Холмс. И обиделся до глубины души, когда узнал, что его женщина на самом деле большой начальник, а не простой мастер, как он изначально предполагал. Но если проанализировать события фильма, происходящие после знакомства героев до так называемого раскрытия обмана, то его обида кажется как минимум смешной. Такой прозорливый и наблюдательный человек, каким нам был представлен Гоша, обязательно должен был догадаться, что Катерина не является обычным представителем рабочего класса. И вот почему. Сейчас можно купить практически любую понравившуюся вещь, в том числе даже заказать за границей. При недостатке финансов можно оформить кредит или рассрочку. Но действие фильма происходит совсем в другое время, когда был тотальный дефицит товаров. И хотя на предметы быта цены для обычных рабочих были более-менее доступными, купить их без связи и так называемого блата, достать их было практически невозможно. Но давайте все-таки на некоторых деталях остановимся более подробно. Во-первых, это дом и квартира Катерины. Сегодня можно купить квартиру в новострое, небоскребе и где только захочется, были бы деньги. Но в то время вся недвижимость была государственная. Чтобы получить квартиру, нужно было записаться в очередь длиной несколько лет. Большинство людей, имеющих собственную квартиру, жили в хрущевках и сталинках, а многие не имели и этого и жили в отдельной комнате в коммунальной квартире. Что же мы видим в фильме, когда Гоша встречает героиню после работы возле дома? Катерина живет в нестандартном 9-этажном доме из желтого кирпича с хорошим подъездом, расположенном в престижном районе. Уже этот факт должен был натолкнуть героя на некоторые мысли, ведь обычные рабочие не получают квартиры в таких местах. Такого плана дома назывались генеральскими, среди народа и для простых смертных были недосягаемыми, как минимум для тех людей, у которых не было влиятельных связей. Сама квартира светлая и просторная, с несколькими комнатами, большими прихожей и кухней. Неужели Гоша не обратил внимания на все это? Допустим, Георгий посчитал, что тут женщине просто повезло, так сошли звезды и так далее. Но ведь на этом намеки на непростую работницу не заканчиваются. Во-вторых, обстановка в квартире, мебель и бытовая техника. Интерьер также не совсем простой, как может показаться с современной точки зрения. Квартира полностью оформлена в соответствии с модными тенденциями СССР того времени. Взять хотя бы югославскую стенку. Ее, как и многие другие предметы, точно нельзя было купить просто зайдя в магазин. Нужно было записаться в очередь, периодически отмечаясь в ней. Также по тем временам шикарная мягкая мебель, ковер на полу, а не на стене, цветной телевизор с пультом управления, стереомагнитофон с наушниками и прочая бытовая техника. Ко всему прочему, венский гарнитур, расставленный по квартире, в коридоре небольшой диванчик, в кухне стул, кухонный гарнитур, дефицитный хрусталь, шторы и многое другое. Все это не могло случайно оказаться в одной квартире у обычного рабочего человека. В-третьих, это мелкие детали, на которые сразу вроде не обращаешь внимания с точки зрения современного человека, но в то время они непременно бы бросились в глаза обычному работяге, такому как Гоша. В частности, можно привести пример, что для еды в будний день хозяйка использует изысканную для того времени, а следовательно дорогую посуду. В то время как обычным рабочим семьям, если удавалось достать такую посуду, то пользовались ею исключительно по большим праздникам, а в остальное время занимала почетное место за стеклом в серванте или в шкафу. Все перечисленные факты должны были как минимум посеять сомнения у Гоши насчет достатка хозяйки и ее принадлежности к рабочему классу. Ведь если бы в квартире было 2-3 дефицитные вещи, это можно было бы списать на простое повезло, но когда это относится ко всей обстановке, такого просто не может быть. Рядовой зритель, глядя квартиру в коммуналке самого Гоши и ее обстановку, может, конечно, предположить, что холостяк, живущий, как многие другие дом-работа-дом, мог подумать, что все предметы в квартире Катерины можно без проблем купить в любом магазине, так как они и возможность купить их его никогда не интересовали. Но в фильме говорится, что Георгий был женат, у него есть друзья, так что рискну предположить, что он все-таки знаком с наполнением квартир обычных советских рабочих.
Так что если первая встреча Катерины и Гоши в электричке в простой одежде и могла ввести героя в заблуждение, то последующие события непременно должны были развеять это предположение. А если бы Гоша изначально не был показан как некий Шерлок, можно бы было отнести это к невнимательности героя. А так получается, что Георгий Иванович чистой воды обманщик. А на этом все, пока.